Сегодня людей больше, сегодня теплее и лучше погода. Сейчас я уже нашла себе место на 45 оборотах и закармливаю точку. Так. Так. На горстку мотыля. Отлично. Отлично. Поклевочку заметила. Произошла, наверное, минуты через 2-3 после заброса на голову мотыля. Как видите, крючок у меня не такой маленький. И была прям нормальная такая большая горстка мотыля. Боюсь пока добавлять животину в корм, потому что знаю, что на животный компонент может приплыть побочная рыба типа ерша либо окуня здесь. А нам оно как бы, не надо здесь, понимаете? Заглотила, какая упитанная. Я уже думала, что это пипец здорово. Там это называется. Прям темненькая. Сегодня я приехала на Осиповическое водохранилище. За последнюю неделю я здесь уже второй раз. Первый раз у меня здесь поклевывала рыбка, но не особо. Возможно, вы уже видели видео. Это вторая рыбалка за неделю. И, наконец-то, у меня что-то берет. Правда, сегодня у меня есть секретная секретка. Сегодня у меня совсем другая прикормка. Сегодня я приняла решение использовать 3 вида прикормки. Точнее, 3 производителя. Это Sensus, RS и Эксперт. И, наконец-то, у меня заклепало на Осиповическом водохранилище.
Раз. Вот так. Да. Мотыля. Причем мотыля я даже не смотрю, как надеваю. Ставлю лишь бы как. Там глубоко, наверное, метров 6-7, может быть больше. Я здесь не холотила, но кормушка 60-граммовая падает, наверное, секунд 8-9. Я только что уже хотела опарыш добавить, затем какой-нибудь. И вот сейчас уже боюсь. Почему? Потому что клюет, и без нее вдруг я только сделаю хуже себе и заберу у соседей всех ершей. Сегодня ветер меньше и дует не оттуда слева, а вот оттуда справа. Но не такой сильный, как в прошлый раз, поэтому не так холодно. Проще ловить. И сегодня я ловлю на дистанции 45 оборотов. Получается, вот от вот этой вот камышовой линии, которую видно, не так уж и далеко. Какая она красивая, темная, собирается на это, на морс какой-нибудь. Видишь? Цепи. Есть что-то. Наверное, еще одна. И еще одна густерка. Сегодня я ловлю на фидер. Сегодня у меня два фидера. Это фидер Concept Distance. Один в росте 3,9, который справа, второй в росте 4,2. Один с тестом до 100 грамм, второй с тестом до 130 грамм. Слева была выбрана точка, справа тоже была выбрана точка, но слева я точку закармливала, а справа я точку не кормила. Моя прикормка. У меня есть животный компонент, но животный компонент я решила пока не добавлять, пока клюет. Может быть, потом в конце, если будет желание, то я проэкспериментирую. И по наживке у меня есть красный опарыш, белый опарыш, пинка есть, я могу нарезать в прикормку, и мотыль. Поклевывает по тихой грусти густерка, и клюет она вот на такие вот бутрики из опарыша с мотылем. Оп, вот такие вот крупные. Мелкие не ставлю, чтобы мелочь не вешалась. Не хочу мелочь ловить совсем, когда
Ну и видите, у меня кормовая кормушка 60-граммовая, огромная. Огромная. Сегодня рыба больше интересуется как-то по ходу опарышем, но с мотылем. Но опарыш вообще очень активно отсасывает. Поэтому я думаю, нужно добавить опарыша в приклад. Попробуем, посмотрим, что будет, к чему это приведет. Ну, вроде бы. Если это не кормушка такая тяжелая. Ну, вроде бы. Если это не кормушка такая тяжелая идет. Вот. Вот, оп. Опа. Опа. А вот двое рыбаков на лодке. Получается, вот здесь вот сидят фидеристы. Мы здесь фидерим. Они приплыли и стали фактически на точку к людям. А у чуваков, которые на лодке, у них клюет лучше всех. То есть, походу, рыба то ли стоит в полводы, то ли что, но поклевки у них частые и постоянно есть густера с подлещиками. Есть рыбка, походу еще и на втором тоже клюет. Ну ладно. Сейчас, первое. И будем разбираться со вторым. Это можно поднять, здесь крючок побольше. Так, крючочек побольше, сейчас высвобожу. Чуть не получил по башке оператор мой. Раз. Уже тупой крючок становится. Скоро поменяем. Два. Чувствуется, что уже не то пальто. Так, была поклевка, еле заметна. Но рыба. То есть... Резала.
Все въедает прям подчистую. И опарыша, и мотыля, все. Еще одна рыбина. Сейчас. Все время хочется что-нибудь покрупнее, но все рыбы одинаковые. Одного размера вся рыбка. Вот. Бляха, еще одна. Сейчас. Еще одна поклевка для сети. Ладно, пока она молчит. Пока молчит, мы быстренько наживемся. Сегодня рыба проклевывалась в течение всего дня. Это была исключительно густера, и даже попался один подлещик. Никакой побочной рыбы типа окуня или ерша не было. Рыбаков было очень много, неудивительно, потому что завтра выходные, суббота, воскресенье. Кто-то даже, похоже, собирается остаться здесь с ночевкой. Некоторые понтоны уже опустели, некоторые, наоборот, с ночи занимаются. Ну, я могу сказать, если бы продолжали еще сидеть и кормить, то клевало бы. И клевало бы, но прикормка закончилась. Сегодня замешала почти 3 килограмма корма, смешала Sensus, Эксперт и РС. Ну и в результате рыба, в принципе, неплохо отзывалась на корм. Крючки были большие, 10 номера. Решила не мельчить. Один раз поставила 16-го овнер. Нет, не овнер, а 16 номера поставила колмик. И у рыбы просто-напросто, когда я поднимала из воды на фидере, крючок вырвался изо рта. Поэтому я приняла решение взять, увеличить обратно размер крючка и больше не дурить себе голову. Ловила в достаточно глубоком месте. Здесь, где я сидела, проходит русло. Ну и, соответственно, здесь собираются все рыбаки. Напротив у меня была камышовая линия, и, в принципе, наверное, метров 60 до нее, поэтому кидать-то легко не пришлось. Ловила я сегодня на расстоянии 45 оборотов. Темп был достаточно быстрый, то есть я очень часто перезабрасывалась, потому что если бы я этого не делала, то рыба очень быстро объедала всю наживку. Целый день прошел, и это все, что удалось поймать. Но я считаю, учитывая то, что сейчас только начало весны, конец зимы, это отличный улов. Потому что фидерные рыбалки последние были очень тяжелыми. И огромное спасибо
вот этим вот осиповическим подлещикам и густеркам за то, что сегодня они нам не давали скучать, потому что клев продолжался весь день, очень много поклевок было нереализованных, рыба стала на корм, рыба кушала корм, рыба клевала, и это очень и очень радует, это положительная тенденция. Вот так. Почаще выбирайтесь на рыбалочку, обязательно не забывайте подписываться на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и следите за обновлениями. Всем ни хвоста, ни чешуи. Пока!